Всем добрый день! Сегодня я хочу просто с вами пообщаться и пообсуждать некоторые темы. Но для начала хочу поделиться своей радостью. Я наконец-то сегодня забрала свой телефон с ремонта. Сейчас он находится у меня на зарядке, заряжается, все хорошо, все отлично. И я уже говорила в телеграм-канале, я рассказывала, что мне почистили мой ноутбук, и наконец-то я нашла, то есть мне помогли, естественно, найти ту папку, где это все ненужное сохраняется. Я бы, конечно, из такого количества папок ни за что бы не нашла ту самую, где сохраняется все ненужное. Мне ее вывели на рабочий стол, чтобы я ее больше не теряла. И теперь я могу контролировать процесс вот этой вот самой памяти. Ну и давайте перейдем к нашим темам. У меня написано 3 темы, которые я хочу сегодня пообсуждать, скажем так. Первая тема — это пройма в цельнокроенном рукаве. Я в телеграм-канале, когда еще курточка у меня была не доделана, скажем так, да, я ее показала, еще у меня был вот этот вот сиреневый кармашек, только с одной стороны был сиреневый кармашек, и, по-моему, с этой стороны он был. И я сказала, что мне очень неудобно, потому что у меня куртка двухсторонняя, и с другой стороны, когда я надеваю ее на сиреневую сторону, мне хочется тоже куда-то руки прям просятся, да, то есть мне неудобно. И я сказала, я буду что-то в ней менять. Как вы думаете, что? Что бы вы поменяли? То есть я такой вопрос задала. И был один ответ, что я бы углубила пройму в этой курточке. Ну, я и сказала, что здесь проймы как таковой нет. И мне прислали фото, ну, что-то вот типа такого, да, вот я сейчас вот так вот, что-то наподобие. Я, конечно, сейчас уже не помню, но вот прорисовала. Нарисовала. Значит, вот якобы здесь мы возьмем половинку, грубо говоря, спинки, половинку спинки базовой выкройки, да, и от нее мы якобы прорисовали, как бы смоделировали цельнокроенный рукав. От проймы вниз углубили на 3 сантиметра, так было написано в картинке, и через эту точку прорисовали цельнокроенный рукав. Провели, то есть продлили плечевую линию, ну, понятно, да, и вот она якобы пройма. Но, когда мы берем эту выкройку, уже готовую, смоделированную, и наносим на ткань, вырезаем из ткани, теперь покажите мне пройму. А теперь проймы нет. Здесь нет проймы, в этом крое нет проймы. Я, конечно, не специалист, но вот так взять готовое изделие цельнокроенного рукава, здесь уже нет проймы. Когда мы с вами моделируем, если, допустим, от базовой выкройки основы, то тогда мы с проймой работаем. Мы с проймой работаем, мы ее изменяем, то есть углубляем или еще как-то что-то. Я же здесь... Если вы смотрели мои видео, да, то вы видели, что я не моделировала, я сразу строила с нуля. Поэтому здесь никакой проймы нет. То есть там вообще просто о пройме даже речи не идет. Да, даже слова такого нет, не озвучивалось пройма. Поэтому здесь вот как бы я хочу на этом, наверное, акцент сделать, да, что проймы нет в цельнокроенном рукаве. Возможно, конечно, я глупая, я не специалист, это точно, это 100%. Я просто работаю, шью, крою, моделирую, конструирую так, как моей душе угодно, понимаете? И да, я могу не знать многих терминов, я могу не знать многих каких-то формул, я могу не знать, да много чего я могу не знать. Я показываю на своем опыте, как не специалист, что можно творить хорошие, интересные, красивые, эксклюзивные вещи, понимаете, как не специалист. То есть я своим примером говорю вам, что вы можете тоже. Поэтому смотрите, ну насчет проймы, я думаю, что понятно, да, это мое личное мнение, что в цельнокроенном рукаве проймы нет. Поэтому как ее тут углубить? Тем более я спросила, вопрос был такой, что бы вы поменяли уже в готовом изделии. А что тут можно поменять? Тут можно либо убрать, либо пришить карман. То есть, ну, я думаю, что можно здесь карман какой-то, можно даже сюда карман какой-то. То есть, это уже другой вопрос. Ну да, были в основном ответы про карманы. Как бы прям просились эти карманы, да, ну вот я сделала такие карманы. В общем, я, наверное, все о пройме, да, слишком много о пройме мы говорили. Теперь смотрите, я хочу продолжить о курточке. Я себе сделала, как бы, можно сказать, такой контраст или акцент.
у меня основная ткань курточки, то есть она у меня двусторонняя, да, вы знаете. Значит, вот эта сторона у меня здесь такая, можно сказать, принтованная, серый, белый, черный цвет. С черным акцентом кармашек, черная молния. Молния у меня до конца, если вы еще не смотрели видео. Но это как декор, конечно же, я так носить не буду. Я в основном ношу вот так. Или, если дождик, допустим, да, я уже, кстати, и в дождик ее носила. Или вот так, если дождя нет, солнечно, или, допустим, ветрено, или как-то. Ну, в общем, вот этот акцент у меня виден. Здесь я подворачиваю, у меня и без того короткий рукав, но я еще и подворачиваю его. И у меня обработка таким же цветом, да, обработка швов. Но это как бы не обзор куртки, а о чем я вообще хотела сказать. Не обязательно делать такую же. Не обязательно брать, допустим, двухстороннюю плащевку с разным цветом, да, ну то есть вы можете сами ее простегать, и может быть она у вас одинаковая с обеих сторон. Не обязательно ее делать двухсторонней, хотя обработка очень красивая. Такую обработку можно оставить, вот такую обработку красивую, аккуратную, можно оставить и на односторонние курточки, да, то есть вот такую обработку молнии тоже можно оставить на односторонние курточки. Не обязательно делать ее двухстороннюю, и не обязательно делать контраст или какой-то акцент на другом цвете. Ну, допустим, у меня был вопрос, опять же, в телеграм-канале, что-то там про простегать самостоятельно. Конечно, можно простегать самостоятельно, и когда вы будете стегать самостоятельно свою плащевку, то вы можете определить, то есть вы можете выбрать любой цвет. Вы можете также сделать какой-то там акцент, контраст, вообще просто сочетать несочетаемое, да, сейчас это модно. Или вы можете взять одинаковую плащевку туда-сюда. Или вы можете взять, допустим, у вас какая-нибудь, допустим, серенькая плащевка и серенькая подкладка, да, почему бы и нет? То есть это, опять же, вам решать. И еще раз вернусь к тому, о чем я говорила, вот это не обязательно делать вот такой вот акцент. Допустим, если вот такая ткань, вот такая, можно из этого же сделать и обработку. Если у вас, допустим, у вас основная вот эта ткань, то из этого же можно сделать обработку. Ну, то есть у меня получается, я сейчас выверну, да, на другую сторону. У меня не изнанка, у меня другая сторона. У меня двусторонняя курточка. Единственное, что там односторонняя молния. Но я уже об этом рассказывала. То есть мне это не мешает. Простите. Так, мне это не мешает. И вот смотрите, у меня вот такая обработка. Но вот здесь может быть, допустим, если у вас однотонная куртка, да, здесь может быть однотон, то есть вы можете тоже сам из основной ткани сделать карман. Здесь можно тоже, естественно, выбрать подкладку или что у вас там будет, из такого же цвета. И обработка низа и низа рукава тоже можно сделать из основной ткани. То есть у вас она может быть однотонная полностью, да, то есть это как бы вот уже выбор, как говорится, каждого. Давай мы тебе очечки снимем и снимем курточку. То есть о курточке это все, что я хотела сказать, наверное. У меня вот такая курточка. Кстати, еще раз скажу, что мне не мешает то, что у меня молния застегивается вот так изнутри. Это совершенно не мешает. Попробуйте сами и убедитесь. Вот, я пока убираю свою курточку, я ее уже, кстати, хорошенечко заносила, несколько дней ношу, я очень ей довольна и очень рада, что именно сейчас, именно в это время я ее сшила, потому что сейчас перепады температуры, то дождь, то снег, сегодня вообще просто совершенно жарко, вот этот коротенький рукавчик, вот эта вот свобода, я расстегнула, ну то есть, ну прям вот превосходно, курточка тоненькая достаточно. Следующая тема у нас это будущий наш купальник. Значит, смотрите, я вчера выполнила двумя способами чашку. Я взяла чашку поменьше, потому что я на них как раз и думаю экспериментировать, да, потому что я вчера еще раз убедилась, что 17, вот это вот расстояние 17 мне не подходит. Кстати, что я здесь увидела? Случайно совершенно, я увидела на них написана цифра на одном уголочке, и эта цифра написана наверху. Где? Вот здесь у меня написано. Так, что здесь написано? S1-20. Вот здесь. То есть вот это вот, где написано, это верх чашки. Здесь написано 18.
То есть вот у меня получается, вот эта чашка мне будет как раз, вот из этой я буду уже шить основную модель. А эти чашечки, вот у меня уже две использованы, эти чашечки я буду как пробники, да, на них экспериментировать. Хотя мне эта чашка подойдет, но, опять же, вчера мы общались в телеграм-канале, и был такой разговор у нас, что, допустим, женщина говорит, мне такая чашка не подойдет, потому что у меня широкая грудь, и она вот так вот, ну, можно сказать, сползает, или, как сказать, под мышками, да, в основном. Да, у меня тоже такая проблема, и мне очень тяжело вообще, в принципе, найти подходящий бюстгальтер, такая нестандартная грудь, скажем так, и какие только я их не покупала, какие только не примеряла, ни один бюстгальтер на данный момент мне не подходит. То есть не нравится, как сидит, как вообще просто не нравится. Поэтому когда-то, ну не когда-то, а буквально вот недавно я занялась пошивом для себя бюстгальтеров, да, но честно говоря, не задержалась я на этом. Почему? Потому что это заморочно, я заморочки не люблю. Ну, может быть, если бы как бы приноровиться, набраться опыта, конечно, это уже будет легче, да, но все-таки нет. Нет, мне не понравилось, поэтому я от этого немножко отошла. Но, да, опыт небольшой я набралась, поэтому кое-что знаю. И немножко я отклонилась от темы, я хотела сказать о том, что выбор чашки много нам даст. Вот я взяла специально два вида чашки, одна чуть поменьше, потому что я всегда себя недооцениваю в этом смысле, и одна чуть побольше, думаю, ну пусть будет. И вот эта побольше как раз мне, думаю, подошла. Поэтому я из нее буду шить уже основные купальники, а из чашки поменьше я буду шить пробники. Теперь вернемся к тому, что если грудь широкая, да, то вот такая чашка, она, если, конечно, правильно подобрать глубину чашки, то есть не обязательно, то есть не, знаете, как размер, да, допустим, А, Б, С, Д и так далее. Не всегда размер, допустим, Д, он подходит под вашу грудь. Нужно смотреть глубину чашки, это тоже очень важно. Кстати, я об этом узнала совершенно недавно. Почему? Потому что я, допустим, была в магазине, причем не в специализированном магазине, а просто там вот, ну, какой-то такой общий, наверное, магазин, там хозтовары, какие-то домашние халатики, тапочки, веники, ну, то есть вот такой вот магазин. И там я увидела бюстгальтеры. И я посмотрела свой размер, я взяла несколько штук, чтобы примерить. И один мне подошел настолько, что я прям влюбилась в него. Ну, не на 100%, но процентов на 80%, да, это очень редко. И я подошла к продавщице и говорю, почему бюстгальтеры одинаковые, одинаковая модель даже, там только цвет отличался. А почему один подошел, а остальные нет? И она, значит, стала смотреть размер, допустим, S 80 и еще одна цифра, 39, 40, 42 и так далее. И на одном, который мне более-менее подошел, то есть максимально подошел, на одном была цифра 42, а на других 40 и 39, или 38, я уже сейчас не помню. И она говорит, это глубина. То есть, оказывается, в бюстгальтерах есть еще такое значение, как глубина чашки, которая дает нам как раз тот комфорт. Кому-то этой глубины не хватает, кому-то эта глубина не нужна, да, кому-то и пушап хорошо. А мне, допустим, пушап плохо, и еще и глубины не хватает. Вот поэтому нужно смотреть еще и сюда. Это вам на заметку. Я уже, по-моему, сказала, что да, я это узнала года 2 назад только. Сколько живу, да, вот года 2 назад я только узнала об этой цифре. Раньше не знала. Поэтому, девочки, смотрите, при выборе чашки смотрите все параметры. Ну и, конечно, читайте отзывы. В общем, смотрите, вот эта чашка, даже чашку, которая у нас уже имеется, можно изменить обработкой. Вот у меня два вида. Вот этот способ я хотела, я сейчас даже сниму полностью. Это у меня все приколото, конечно же. Я сейчас сниму чашку и покажу, в чем разница. Именно этим способом я хотела шить себе купальники и показать вам.
Именно этот способ. Мне понравился этот способ, я видела его в интернете. Ну там, знаете, такое быстрое видео, там, по-моему, 30 секунд, вот это вот все быстренько-быстренько. Но я думаю, ну способ отличный, почему бы и нет. А оказалось, что здесь столько нюансов. Смотрите, я сшила всего 2 чашки, да, 2 пробника. Но я покажу сейчас, сколько потратила ткани. У меня здесь чашка раз, чашка, здесь даже 2 чашки. Здесь... По-моему, я 4, что ли, выкраивала. Вот тут вот, в общем, я потратила достаточно много ткани. В итоге у меня получилось всего 2 чашки, и то одной я недовольна. И не просто недовольна, я поняла, что здесь не просто такой способ, как показано было в интернете за эти 30 секунд. Там есть нюансы, и сейчас я о них расскажу. Так, я думаю, поближе будет виднее. Хочу показать вам чашку со всех сторон. Вот это вот лицо, понятно, да? Вот это изнанка. И с изнанки вот такая получилась обработка. Сейчас я скажу как. То есть в видео, которое мне попалось в интернете, которым я хотела именно сшить себе купальник, попалась такой как способ обработки, способ пошива, скажем так. В общем, взяла девушка чашку, у нее немножко на другой формы была, вот здесь вот немножко повытянута, да, вверху, да, это верх, да. И вот она взяла вот эту чашку, просто вот так приплюснула на ткань, обрисовала, вырезала, сшила вот эти 2 шва, вот этот шов остался без открытый, через него она вывернула, и у нее получилась вот такая чашка. Но давайте порассуждаем. Я, конечно, повелась, я сделала так же, но нет, у меня не осталось, я их всех распорола. Дело в том, что таким образом, несмотря на то, что ткань эластичная в обе стороны, но она упругая, она не будет, знаете, как сеточка выкладываться вот именно вот так, как вы хотите. А там, между прочим, был бифлекс тоже, как и у меня, да. И когда мы с вами делаем одинаковое, то есть без припусков, одинаковую ткань, то есть одинаковый размер, да, с чашкой, даже вот так вот мы. А вот сюда уходит припуск. Мало того, что вот сюда уходит припуск, он же еще и туда уходит. То есть получается здесь даже если 0,5, плюс как минимум 1 сантиметр, 1,2, да, нужна свобода, нужна для того, чтобы обогнуть. Иначе у меня получилось вот так. То есть у меня получилось, вот здесь не хватало ткани, и у меня получилось вот так. То есть вот чашка выглядела вот так. Я думаю, видно, да? Вот тут вот. То есть мы наденем, а вот здесь вот видно будет мясо вот этой вот чашки. Никакого кайфа, можно сказать. Вот так выглядела чашка. И вот чтобы сделать вот такую более-менее чашку, причем она все равно, она вот здесь отходит, ну даже не на манекене, я на себя примеряла, она отходит вот так вот от тела. Но даже вот так вот видно, все равно она вот так вот отходит. То есть она как выкрученная, да. Поэтому я сделала второй вариант. Сейчас я его покажу. Этот вариант мне уже, мне больше нравится. И я таким способом уже не раз обрабатывала бюстгальтеры. Да и купальники я себе шила, да, в прошлом году я показывала. И это обработка точно такой же чашки, но это обработка бейкой. То есть, опять же, я вырезала точно так же, одинаковый, один в один. Вот взяла чашку. Ну, конечно, я определила, какой мне рисунок нужен. Мне хотелось, чтобы котики были как-то вот немножечко вот так вот в бок, да. Ну, в общем, тут уже определяйтесь с принтом. Я вот так ее взяла. Как и девушка показала, я вот так взяла, прижала чашку, обрисовала, но я дала припуски. Смотрите, я дала не просто припуски, я сейчас даже покажу. Возьму ручку, чтобы вам было видно, чтобы вы все поняли. Я сейчас просто покажу, как я что сделала. Ну, я сейчас не буду смотреть, где мои котики, да. Взяла вот так вот, прижала чашку, обрисовала ее. Вот она, видно, да? Вот она моя чашка. И вот здесь, кстати, был верх. Вот так крестиком нарисуем его верх. И что я сделала? Я взяла вот эту линию, продлила,
мне нужно было, видите, у меня здесь получается 2 встречные складки, то есть 4 всего складки, да, я добавила вот сюда 3 сантиметра, сюда 3 сантиметра, сюда, можно, конечно, добавить и побольше, вот эту линию я продлила, и здесь я дала припуск примерно 1,5 сантиметра еще. Но это как бы уже, знаете, моя фантазия здесь уже играла. Здесь ничего я нигде не находила, ничего не искала. Далее, вот эту точку, где я добавила 3 сантиметра, я взяла и соединила. Ну, можно по прямой, наверное, лучше не по прямой, лучше дать дополнительно припуск вот здесь тоже. Я давала где-то примерно по 0,7 сюда и также сюда. А для чего этот припуск? Потому что здесь вогнуто, и хочется оставить вот эту глубину, да? Почему я говорила о глубине, почему я так долго о ней говорила? Потому что здесь глубина потерялась вот здесь, а здесь она не то что сохранилась, она еще, я беечкой, когда обрабатывала, да, вот она беечка, я беечкой немножечко поднатянула ее, и у меня получилась глубина глубже, больше. То есть вот эта чашка, то есть в такую чашку моя грудь войдет и будет себя чувствовать комфортно. Никогда никуда ничего не вылезет лишнего, да, то есть вот эта обработка, вот эта беечка, тем более я уже сказала, я ее поднатянула, она теперь будет просто фиксировать, да, то есть несмотря на то, ну вот даже вот возьмем, да, вот так, вы здесь натянете вот так вот вверх, в любом случае у вас будет здесь завязываться, да, и вот эта вот штучка, она немножко поднатянется, и как раз она, получается, зафиксирует, и прилегать будет, и фиксировать будет вашу грудь, и глубина достаточно хорошая. То есть вот смотрите, разница колоссальная. Здесь глубина теряется. Давайте посмотрим. Вот она была. Здесь она потерялась, но видно, вот видно невооруженным глазом, а здесь она наоборот добавилась. Я не зря говорила о глубине так много, именно о глубине нашей чашки. Поэтому смотрите, я выбираю все-таки вот этот способ. Я, конечно, себе, еще раз повторяю, я себе возьму для себя больше чашку, но если, допустим, знаете, есть такая грудь, ну, допустим, молодая, сочная женщина с хорошей грудью, ну, почему бы и есть такие купальники, как треугольнички, да, то есть вот эта чашка подойдет для многих размеров, если, допустим, грудь, я сказала, упругая, сочная, да, и так далее. То есть она, неважно, что здесь будет еще много выглядывать, но есть такие девушки, которые любят. Но я люблю, когда все закрыто. Ну, не знаю, почему люблю, когда закрыто, когда уже не боишься, что где-то что-то там торчит, где-то что-то там вылезло, да. В общем, я буду использовать именно вот эту чашку, то есть вот этот способ. Еще хочу сказать о бейке. Сейчас я возьму бейки. Смотрите, бейки, конечно, тоже бывают разные. Я имею в виду разной ширины, разного качества. Я сейчас специально покажу. Вот она у меня беечка. Я очень надеюсь, что будет видно. Вот эти специальные бейки, трикотажные, да, они очень эластичные, очень тянутся. Ну, то есть для нижнего белья, для купальников очень, кстати, подходят. Для боди, да, обработки, там, сеточки какие-то. Вот. И здесь специально есть такой желобок, с помощью которого легко вот так складывается ровно пополам. И вы уже не боитесь, что где-то там у вас сзади будет больше, спереди меньше. То есть вот так, можно не бояться. Смотрите, они разные. Вот это вот более плотная, и она с одной стороны блестящая, с другой стороны матовая. И это у меня, сейчас я даже скажу размер какой. Здесь 1,75 размер, то есть полностью вся. Вот здесь еще меньше, вот этой вот бейкой я обрабатывала вот эту чашку. Здесь еще меньше, ну здесь где-то 1,5 сантиметра полностью ширина бейки. Но для новичков лучше такую не брать. Для новичков есть вот, по-моему, здесь 2 сантиметра. Нет, даже больше. 2,5 сантиметра полная вот так вот бейка. И опять же здесь есть желобок. Мы с вами вот так складываем и получаем примерно 70, даже, наверное, не 75, а 70 сантиметров. Для новичка очень даже удобно, вполне будет вот так. Взяли, вот так
Тут желобочек есть, еще раз я повторяю, что все удобно, все видно, здесь одинаково будет. Строчить лучше маленьким зигзагом, как меня научили те, кто шьет нижнее белье. Наверное, самые лучшие это два варианта строчки. Это прерывистый зигзаг, ее можно делать максимально широкий, да, то есть, ну сколько там, у меня, допустим, 5 сантиметров ширина, не длина строчки, а ширина. И маленький зигзаг, просто зигзаг, 2,5 длина и 2,5 ширина, то есть отлично. Ну и, конечно, вы немножечко слегка вот так поднатягиваете, когда пришиваете. Здесь зафиксировали, далее вот так вот поднатягиваете, пришиваете, и все у вас получится красиво, аккуратно. И, во-первых, я еще раз говорю, придает глубину чашке, красивую обработку, ровненькую, аккуратную и, ну, можно сказать, прям профессиональную обработку. И, ну, а дальше мы тут уже будем, вот это вот то, что я сейчас прибавила, где оно, вот это вот я прибавила, вот это вот, это на то, чтобы сделать вот здесь красивые складочки. Потому что если мы вот это не прибавим, вот здесь я практически не прибавляла, тут совсем чуть-чуть, у меня получилось всего 2 складки, и это, ну, некрасиво. А если мы не прибавим вообще, то есть у нас получится, что вот такая вот плоская чашка, плоская ткань, и вот это вот лишнее, оно в любом случае будет лишнее, потому что как-никак чашка все равно вот такая изгибистая, да, то есть мы сможем сделать максимум одну какую-то маленькую складку, ни к селу, ни к городу, да, можно сказать, вот. И, кстати, вот этот вот припуск можно сделать еще больше, если вы хотите заложить побольше такие складочки, да, или почаще, или сами покрупнее складочки, то есть, ну, это уже на ваше усмотрение. Я вообще советую взять бифлекс, вот так вот взять на пробу, да, какой-нибудь. Почему? Потому что, ну, смотрите, у меня здесь сколько еще пробников выйдет. Вот еще шить и шить, да, то есть здесь столько можно купальников нашить, поэтому я решила, что, ну, пробовать так пробовать. В общем, взять бифлекс, взять чашки, я брала, где в оптом 3 пары, да, сразу. То есть можно 2 попробовать и 1 уже сшить. Почему я говорю попробовать? Почему? Потому что, смотрите, во-первых, чашка, она, я одну из них, я уже не помню какую, несколько раз распускала, и она уже пошла вот тут вот, как распарываться, да, вот здесь вот по краешкам, она уже пошла такая, ну, неаккуратная, скажем так. Поэтому, чтобы экспериментировать, нужна отдельная экспериментальная чашка, да, то есть, ну вот 2-3 пары, я не знаю, 2 продается или нет, вот 3 пары я взяла, 3 пары маленькой, 3 пары большой, вот, и экспериментирую себе на здоровье. Но даже вот так, кстати, видно, что здесь глубина, а здесь она потерялась, глубина потерялась, ну и вот это вот выверт, вот этот вот оно все равно выворачивается вот так, а здесь оно собирается, поэтому, ну, здесь главное не переборщить. То есть, если мы можем и больше собрать, и она будет вот так вот больше, но здесь уже тогда получится глубина хорошая, но чашка-то уменьшится, во-первых, а во-вторых, здесь будут сборки, то есть тоже будет некрасиво. То есть тут надо будет как-то вот контролировать вот этот процесс. В общем, об этом я и хотела сегодня с вами поговорить, о чашках. Я еще, наверное, не один день посвящу этому свое время. Так, где-то у меня крышечка от ручки опять потерялась. Еще, наверное, не один день. И, естественно, буду держать вас в курсе. Подписывайтесь в телеграм-канал, если вы еще не подписаны. Подписка совершенно бесплатная. И там я практически каждый день, даже если не видео, то я выставляю какие-то посты текстовые и рассказываю, что я проделала за день. Какие-то у меня, может быть, планы, что-то. Ну, в общем, все, о чем душа болит, как говорится. Все, о чем я думаю, что я делаю, все я рассказываю. Так что подписывайтесь и будьте в курсе всех моих действий, скажем так. Вот. Но я думаю, что на сегодня это все. Пишите свои комментарии, что вы думаете о том, что я сегодня наговорила, и о пройме, и о контрасте, или какое-то там разбавление цвета курточки. Может быть, у вас еще какие-то есть вопросы или какие-то мнения об этом. И о купальниках. Ну, конечно, здесь я сейчас не проговорила о слитных купальниках. Мы с вами будем шить слитный купальник. И я хочу, сначала я добьюсь
хорошего результата чашки, а потом я все-таки буду, все равно буду, у меня и пробники, возможно, будут, да, я буду шить слитный купальник. Я хочу себе слитный купальник. Кстати, знаете, что я еще хочу? Я еще хочу сделать что-то такого типа спортивного купальника. То есть возможно, как-то закрыть грудь, то есть что-то типа маечки, да, но маечка не просто там вот обычная маечка, а у меня вот проблемная зона, это вот эта часть, вот прям вот этот пятак, он у меня всегда сгорает, и он всегда прям темный. То есть я могу вся, загар прошел, а здесь темное пятно осталось. Я ходила несколько раз на лазер, мне убирали это пятно, оно еще немножечко все-таки осталось, но все-таки вот самое проблемное место это у меня вот здесь. И я хотела бы сшить какую-то такую маечку или топик, в котором я могу плавать, в котором я могу загорать, но чтобы такое что-то вот открыто, да, то есть может быть вот здесь какой-то поясочек типа, да, сделать, здесь что-то такое пройму, более глубже открыть, но вот сюда сделать какой-то такой ручеек, чтобы здесь было закрыто. В общем, я об этом еще буду думать, если не забуду, конечно. Я хочу такую... Это я называю, кстати, что-то типа спортивного стиля купальника. То есть это будет какой-то топ-майка и трусики, да? Трусики, опять же, трусики это такая тема обширная, да, кто какие любит. Но я не люблю очень открытые трусики, тем более у меня тут шрам. Зачем? Зачем показывать это на показ? Не хочу. Я люблю закрытые, да. Можно, кстати, сделать, допустим, выкроечку сделать какие-то отдельно трусики, отдельно бюстгальтер, чашки, да, но соединить их каким-то вот таким вот маленьким ручейком, да, то есть выкроить уже вот с этим ручейком. Или сшить отдельно чашку и к ней к нему уже вот что-то как-то пришить. То есть можно даже вот сюда вот сделать, как бы он будет как бы подрез, и отсюда уже пошел слитный купальник, да, то есть, ну, как бы продолжение, как будто бы слитного купальника. То есть тут можно столько нафантазировать. Я, кстати, смотрела в интернете фотографии купальника, именно фотографии, да, модели. Господи, их там столько разных. Ну, конечно, фигура о многом говорит, да. Если вы не стесняетесь, если у вас хорошая на самом деле фигура, с хорошей фигурой, в основном это молоденькие, а нам с вами уже, не знаю, как вам, а мне уже за 50, поэтому как бы, ну, открытые, такие откровенные я не люблю. Ни трусики, ни бюстгальтеры, ни купальники. Я не люблю откровенные такие. Но это личное дело каждого, да, мое мнение. Мое тело, мое дело, как говорится. Поэтому смотрите, я от вас жду сейчас обратной связи, жду от вас каких-то комментариев. Может быть, вы предложите мне какие-то варианты моделей, мы их с вами рассмотрим, может быть, даже что-то и сошьем, попробуем, по крайней мере. Я еще раз вам говорю, что я не профессионал, особенно, что касается таких изделий, да, особенно, что касается вот бюстгальтеров и купальников, тем более слитных. Ну, в общем, давайте пообсуждаем. На сегодня всем пока. Всех жду.